В общем, недавно я решила перепройти такую офигенскую игру, как Layers of Fear. Потом я решила перепройти вторую часть Layers of Fear. И нашла там очень много отсылок на кинематограф. В связи с этим я хотела бы поделиться тем, что я нашла, какие отсылки я нашла в этой игре. Это не полное прохождение Layers of Fear, это даже не спидран, это попытка объяснить, какие именно произведения кинематографического искусства были задействованы в этой игре, были отсылки на это кино. И на самом деле это очень интересно, и надеюсь, вам тоже понравится, надеюсь, вы тоже узнаете и оцените это. Итак, в самой первой главе мы находим первую отсылочку на «Сияние» Кубрика. Итак, внимание. Пау. Да-да-да, именно этот велосипедик. На самом деле вся первая глава, она нужна для того, чтобы вы познакомились с атмосферой игры, с ее управлением, что здесь можно бегать. Хотя, конечно, это раздражает, что здесь невозможно сильно быстро бегать, но это специально для того, чтобы вы увидели и прочувствовали каждый уголок, понимаете, а не просто, знаете, наспидранили там себе всякого. Что, оказывается, тут приседать можно. Вся первая глава, она вот именно для этого. Тонущий корабль, он, в принципе, похож на Титаник. Вот, собственно, и Титаник, пожалуйста. Кадр из Титаника. Так, акт 2. Охота, акт 2. Нет, ничего необычного. Там протухшие предметы. Мы здесь не за этим. Мы ищем отсылки к кинематографу. Алло. Пожалуйста. Обиделся. Мы включили безопасный режим, он обиделся. Поэтому... Да, привет. Пожалуйста, это колодец Самары. Мы полетели вниз. Итак, знакомьтесь, это фильм «Метрополис», 1900, на минуточку, 27-го года выпуска. Фильм стал самым дорогим проектом за всю историю немецкого кинематографа. Каждый раз. Идем наверх и встречаем ту самую сцену, самую знаменитую сцену из фильма «Метрополис» 1927 года. Решаем задачку 8.
идем, пожалуйста, сюда. Нажимаем кнопочку. Поворачиваемся, видим это. Это тоже, этот кадр есть тоже в Метрополисе. Я уже слышу Механополис. Сцена с этими домами это тоже из Метрополиса. No man is an island, but one can become a vessel. Пожалуйста, мы попали на съемочную площадку фильма «Догвиль». «Догвиль» — это фильм Ларса фон Триера. Вышел он в 2003 году, и слоган этого фильма «Кто выживет в этом жутком городе?». Это грустная история местечка под названием Догвиль. Догвиль располагался в скалистых горах в Соединенных Штатах Америки. Как раз там, где рядом со входом в старую заброшенную серебряную шахту обрывалась единственная дорога. В Догвилле жили хорошие честные люди, которые любили свой город. И даже когда какая-то сентиментальная душа с восточного побережья назвала главную улицу их города улицей Вязов, хотя еще никогда ни один Вяз не отбрасывал свои тени на улице Догвилля, они не нашли оснований для того, чтобы что-то менять. А дальше будет самая моя любимая ачивка, самая моя любимая отсылка к кинофильму. Итак, вы готовы? Да, это он. Но сперва я вам покажу Догвиль. Вот, пожалуйста. Практически идентично скопированный Догвиль. Отсылка к нему. И, внимание... Странный период моей жизни. Это был, конечно же, бойцовский клуб Финчера. Да. Мы встретились в очень странный период моей жизни. Да. За нее отдельная моя любовь к этой игре. Я обожаю. Обожаю. Итак, мы закончили вторую главу. Отправляемся в главу Bloody Roots, они же Кровавые корни, они же глава под номером 3. Мы в главе с самого начала мы поковыряемся в супе, мы зашли на кухню. Итак, здесь у нас одна из записок. Отодвигаем и видим, пожалуйста, лес.
Лес чудес, как в стране Оз. Мозги. Как раз мозги. Seasoned by sadness, burnt from within, ravaged by madness, rotten with sin. Нашли мы их в соломе. Это отсылка к соломенному пугалу. Сердце. Сердце, естественно, у железного человека должно было быть. Крыса. Хорошо. И осталось нам, естественно, что льву? Храбрость. Как храбрость показана в этой игре? Нога. Torn up by conflict, ravaged by war, flawed at the surface, warped to its core. Собрав все, так скажем, ингредиенты, мы варим из этого всего прекрасный супчик. Так как эта глава связана с детством, естественно, это сказки, которые читает нам сестра Лили, которая старше нас. Look, Jimmy, Father's screening the Black Wanderer. Да. Это то самое одноглазое чудовище, которое мы еще увидим. Movie's almost over. Time to go. Итак, мы в кабинете у отца. И здесь мы должны собрать ракету. У нас сейчас будет еще одна отсылка на кинематограф. На то, зачем мы все здесь сегодня собрались. Ну да. Что же это? Без розетки, что ли? Поехали! My brother, he was always there, following in my footsteps, silent, smiling sadly, like a warm shadow, always there, but never really present. The house. He'd look up into the night sky, watching the stars. Never mine. There we were, dreaming ourselves away into the night sky. When we could almost reach out and take it, a cruel shade eclipsed the sun. Our dream was gone. Something else took its place. Something vicious. Something... Знакомьтесь, ребята, это было путешествие на Луну 1902 года. Французы такие выдумщики, особенно в 902 году. Ужасно. You're the one who's useless, you cruel, one-eyed freak. What did you call me? Get away from him, you monster. Итак, мы встречаем монстра, который представляет отца главного героя.
который следит за нами сверху над лабиринтом. И нам лабиринт этот надо пройти, не попадая под его влияние. И это неплохая такая отсылочка к кубриковскому лабиринту в сиянии. Проигравший моет всю Америку. Нет. Отмывай всю Америку. Ладно, ты выиграл, Дэнни. Теперь давай просто погуляем. Хорошо. Дай-ка мне руку. Просто прелесть. Да. Папоротники. Папоротники нас спасают. Возможно, это какая-то отсылка к Лили? Фух. Итак, мы прошли главу «Кровавые корни». Следующая глава это «Дыши» под номером 4. Что ж, мы находимся мы скоро пойдем в 4-й акт. Это самый, так скажем, насыщенный акт всякими отсылками. Поэтому синхронизируем звук и начали. У нашего героя не хватает только головы. На самом деле это решающий акт, чтобы, так скажем, поменять или оставить решение, например, будете ли вы на стороне режиссера или же пойдете против его воли. Господи, боже. Привет, Джеймс. Go on. Окей. Be there for her. Like she was for you. Самый объемный, так скажем, фильм по упоминанию в этой главе это «Сияние». «Сияние» Кубрика. И там целая часть посвящена 7 Финчера. Но на самом деле, мне кажется, это все-таки больше омаж на «Сияние», потому что даже в прошлой главе мы видели отсылку. Some parts are not to be played. Some parts. Например, это помещение очень похоже на тот туалет, в который заходил Джек. Я придержу дверь перед тобой, Дживиси. Благодарю, сэр, благодарю. Посмотрим, удастся ли нам смыть пятно водой. Тоже красно-белые тона, даже не тона, а именно красно-белый цвет. Здесь закрыто. Идем дальше. Так, знакомимся с отсылочкой. Это фильм «Отвращение» режиссера Полански. Классический триллер в духе Хичкока.
we were meant to live forever. Здесь мы встречаем отсылочку And I will. на великого и ужасного Хичкока. I will be forever. И на его фильм «Психо». I will be. I will. Фильм Хичкока «Психо». Конечно же. Лифт и реки крови. Это, of course, отсылка к «Сиянию». Do not go into that savage fire. You will never become, Мы можем либо сопротивляться, либо плыть по течению. never be yours. Yes. Stay away. To accept what was lost. To accept the pain and feed your own fire. Fire. Мы выбрали следовать указаниям режиссера, нашли голову. Построили свой манекен. Lily, please come back. I need you. А это, пожалуйста, знакомьтесь, черный вигвам. Hello? My name is James. What's yours? Знакомьтесь, это черный вигвам из сериала Twin Peaks, режиссер Дэвид Линч. Сначала я не совсем узнала эти декорации, потому что здесь они черно-белые, а в сериале они красные. Странно, потому что вся цветовая гамма этого уровня и есть красный цвет. Даже не оттенки красного, а именно красный. Но здесь, именно здесь почему-то решили сделать ее черно-белым. Догадайся, мол, сама. Вот они, эти коридоры черного вигвама с красными, а здесь черно-белыми. Опа. Нет. Но зато на выходе мы можем увидеть, пожалуйста, да, занавес красный. Это действительно отсылка к линчевскому черному вигваму из сериала Twin Peaks. А теперь мы приближаемся к Финчеру, к еще одному его фильму. Фильм 7. Итак, встречайте. Первая сцена. Вообще, в чем фишка фильма 7? Там маньяк-убийца, он обыгрывал 7 смертных грехов. Решили начать с греха обжорства. Эта же сцена есть в фильме. С этой же сцены фильм тоже начинается. Уютная квартирка.
Он мертв. Так, мы освобождаем первую мышку. Drowning in a sea of thirst. I was feasting, but never full. И заходим сюда. Здесь у нас есть отсылка к Лили. Идем дальше. Следующее. Пожалуйста. Сцена в кабинете. Для меня что-нибудь есть? Пока ничего, босс. Сходите, выпейте кофе. Был найден труп адвоката Элайла Гульда. Сейчас окружной прокурор Мартин Телбот отвечает на вопросы репортеров. Не помню, какой это грех. Нигде не написано гордыня там. Так, здесь голова должна быть. Смотрим, они здесь мигают. Голова, а здесь кисть. Кисть, по-моему, вот другая. Вот эта. Отпускаем еще одну мышку. Stripped of all my riches, I sailed the sea of nothingness. My debt to you. Так, пробираемся в следующую сцену. Да, и эта сцена тоже у нас была. Что там? Пузырек со снотворным. Приклеен к одной руке, телефон в другой. Wallowing in a sea of shame. I was never one to serve. Там как раз женщина что-то делала I с собой. swallow my pride. Pride, да. Я была права. Так, идем дальше. Здесь у нас будет небольшая отсылочка на другой фильм, совсем не Финчера. Кстати, можно заметить, спуск прям такой же, как и в фильме. Музыку можно выключить? Мы ищем того, кто знает как. Здесь у нас стоит пока что лампа. Проходим на место преступления и пожалуйте. Да. Эта сцена как раз с грехом похоть. Посмотрите на это. Снимите это с меня! Ради бога, снимите! Снимите! Уведите его отсюда немедленно! I come from a sea of displeasure. I have longed for affection. Now I live to please you. Пожалуйте, основной инстинкт. Так, где у нас? Вот. Ёлочки. Ага. Привет, пупсик. Встал, ублюдок. Встать! Вставай, засранец. Чтоб меня. И, пожалуйста.
Это у нас лень. Left adrift in a sea of lethargy. Так, надо еще раз. My hands. Ленность. На этом упоминание этого фильма, кстати, не заканчивается, потому что куда же без этой эпохальной сцены с коробкой? Что в коробке? Что в коробке? Сначала отдай пистолет. Что в коробке? Дай пистолет. А пока что я забыла, куда идти дальше. Итак, 5-я часть. Где коробка? Вот она. Here we are again. You almost had it. She lied to me. She lied to me. А вот тебе и She коробка. lied to me. She lied to me. И что же у нас в коробке? Да, голова. Нас ждет 5-й акт. Франкенштейн. It is almost gone. It is lost. Hopeless. Just like you. А этот прекрасный велосипедик из фильма «Сияние». Точно. И, пожалуйста, это тоже. Вот так вот. Привет, Дэнни. Ты поиграть с нами, Дэнни? Навсегда. И навеки. Вечные. Не хочу. Так, пожалуйста. Эта картина, кто-то может сказать, что она тоже делает небольшую такую отсылочку на кинофильм «Сияние», где главная героиня заходит в зал и видит там черепа. Вернее, скелеты. Bloomberg Team, спасибо вам большое за эту прекрасную игру, вторую часть Layers of Fear. Она великолепная по отсылкам, на самом деле, честно говоря, первый раз, когда я ее проходила, я тоже не с самого начала ее полюбила, так скажем. Только когда я увидела самые знаменитые отсылки на мои любимые фильмы, на самые популярные фильмы, на самые значимые фильмы в кинематографе, я подумала, ага, а у этой игры на самом деле не один лишь слой, а несколько слоев. Так что да, слои страйха номер 2. Всем спасибо. Всем пока. Вот. Честно говорю, вот положа руку на сердце, я не поняла, откуда это. Это в любом случае, это откуда-то. И я не знаю, вводя в поиск «белая комната», я почти ослепла.
Но от белизны я имею в виду. Если кто-нибудь из вас догадался, к чему была вот эта вот отсылка, пожалуйста, напишите мне, пожалуйста.